Вообще по теме Украины существует главный вопрос: когда закончится война? Он единственный всех волнует. Так, когда закончится война, интересует многих, и не только россиян и украинцев, но и многих-многих-многих других народов, кто в курсе событий. А в курсе практически все на вашей планете. Так, когда закончится, давай посмотрим. Это противостояние и противодействие внутренним нарывам, которые скапливаются на протяжении многих столетий, разрешается сейчас вот тем образом, которым разрешается, жестким противостоянием и потерей физических аватаров душами, которые участвуют в этом напрямую. Но завершение этого конфликта, корни которого уходят в дальние времена, безусловно, скажем, до 1000 лет назад, завершение этого конфликта, противостояния будет результатом подписания мирного договора, несомненно, который произойдет в следующем году. Неожиданный немножко, опять же, видимо, для вас комментарий, учитывая некую конкретику. Вообще неожиданно. Чтобы ты сказал конкретные даты? Конкретной даты нет, но общее направление таково. Завершение будет неожиданным для всех, но подготовка к нему будет идти кулуарно на протяжении собственно, уже готовится почва для того, чтобы начать эти переговоры. Таким образом оно и завершится. Болезненные события, несомненно, еще будут происходить, и потери, несомненно, тоже будут с обеих сторон. Но, как я уже говорил, это необходимая часть реализации тех еще больших процессов, которые связаны уже с Террой, и общепланетарным процессом очистки. Уже когда будут задействованы намного больше ресурсы, и тоже коснется всех без исключений. Просто кого-то в меньшей степени, кого-то в большей, а кого-то прям совсем в катастрофических масштабах. Но это чуть дальше будет. Эти территории, этот конфликт, он уже, собственно, ответ был, да. Вот так. Да, я благодарю. А ты можешь объяснить, почему ты дал ответ довольно конкретный? Даже не говоря о месяце и числе, ты уже определил год. А это много значит. Временные характеристики тех или иных событий и процессов регламентированы, естественно, с более высоких уровней, как программные, задолго до того, как эти события начинают реализовываться уже в плотных материях, в частности на физике, там, где вы пребываете и слушаете эту информацию. Это самые плотные, самые низкие уровни. А так, конечно, все планируется, реализуется изначально на более высоких уровнях, и дальнейшее понижение этих планов происходит ступенчато, с привлечением многих и многих структур, которые сопровождают и реализуют эти процессы. В частности, известные вам группы операторов, сценаристов, сил, которые привлекаются для тех или иных процессов, их реализации, в том числе и из темного лагеря. Так что это большая игра, очень большая игра, хотя на вашем уровне это является довольно-таки жестоким временем и испытанием. Но для душ, которые вовлечены непосредственно в эти события, это запланированные события. Они знали и знают о том, что будет реализовываться. Собственно, за этим они и приходят. А на уровне физических сознаний, вы как люди, вы, конечно, не знаете этого и не понимаете, как это работает и почему происходят те или иные процессы. Вы это все пытаетесь объяснить, исходя из того, что знаете, опять же, на уровне физического сознания, того, что вы знаете на физике. Но вы не имеете понятия о том, что находится выше, хотя бы на 4-м уровне. Я уж не говорю про 5-й и так далее. Об этом вы не знаете. А там совершенно другая игра, совершенно другие расклады. И души, которые приходят отыгрывать те или иные сценарии, прекрасно знают, зачем они идут. И зачем, и когда они будут реализовывать это. И почему они будут это реализовывать. Но, повторюсь, вы на уровне физики не
знаете, не понимаете, как это работает и почему это происходит. Ты мог бы объяснить тогда, зачем вот сейчас все эти души участвуют вот в этом вот событии, в Называется конфликте? чистилище. Это называется чистилище. Это контракты, и это про балансировку их внутренних обязательств контрактов. Это как балансировка весов на одной из чаш, которых светлые, позитивные выборы, а на второй темные и негативно-разрушительные выборы. Это связано с историей каждой души, которая в это вовлечена, и в частности с событиями, например, многие из тех, кто участвует, как души, были вовлечены в события, вот это у вас называется Второй мировой войной, Великой Отечественной на ваших территориях. Вот многие, до половины душ, вот реализуют те контракты, которые были завязаны вот как раз тогда. Но вообще история намного более длинная. Это первый слой поверхностный. Там еще много слоев. Это про балансирование, про то, как души выравнивают дисбалансы, которые возникают в результате прежних выборов и действий. На эту тему уже у вас было много достаточно роликов. Ну вот вопрос на вот это выравнивание, они идут и шли с удовольствием, эти души, вот в этот процесс очищения? Оценка как с удовольствием здесь неприменима. Души в этом смысле не руководствуются такими определениями, состояниями. Это осознанные, сложные комбинации, которые реализуются совместно с десятками, а то и сотнями других душ. То есть это договоры. И это про добровольные и необходимые душам процессы. Здесь нету такого, как с удовольствием. Просто есть то, что душам, да, может быть, чуть более приятно получить в качестве опыта и чуть менее приятно получить в качестве опыта. Но в любом случае любой опыт для души, для любой души ценен. То есть души идут за опытом, и негативным в том числе. Это все является такой копилкой. Можно определить еще как мудрость души. Ну, это длительный этап формирования этих кластеров опыта, их кристаллизации в итоге. Но это тоже длинная история эволюционного становления любой души на протяжении многих ионов, временных отрезков. Но это часть очень длительного и интересного пути, который проходит каждая душа. Это не наказание. Это выбор, и это учеба, и это игра. Просто вы на уровне физики этого не видите, не знаете. А для души это опыт. Мгм. Благодарю. Благодарю тебя. Да.